Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, что стоит держать под подушкой, чтобы в вашем доме, в вашей жизни было всегда изобилие, достаток и благополучие. И обращаем ваше внимание, очень важная ценная информация, поэтому все-таки рекомендуем просмотреть от начала до конца. Но прямо сейчас ставьте лайк этому видео и в комментариях напишите слово «истина», чтобы идти по пути истины и честности во всех своих поступках. Именно это слово является очень важным в этом видео. Итак, слово «истина» обязательно напишите в комментариях. Возможно, у вас есть какие-то пожелания. Обязательно пропишите, и Вселенная вам обязательно поможет. Вы знаете, после трудного рабочего дня, после любых неприятностей, да вообще где бы вы ни находились, даже если и вам хорошо в этот момент, мы все-таки, каждый из нас старается поскорее прийти к себе домой. Почему? Да дело в том, что там мы чувствуем себя уютно, комфортно. Мы имеем возможность хорошо отдохнуть и восстановить свое энергетическое поле. Ведь дом – это крепость, в которой мы защищены от всего, что находится извне. Поэтому очень важно, чтобы он был наполнен положительными, а не отрицательными энергиями. Каждый из вас, наверное, замечал, что попадая в один дом, хочется из него как можно быстрее выйти. А попадая в другой дом, даже возможно, впервые такое ощущение, что вы находитесь в уюте, и вам во всем комфортно, и все чудесно. Это вы ощущаете на энергетическом уровне. От этого состояния зависит и энергии, которые будут вас в этот период окружать. Для того, чтобы в вашем доме было приятно находиться, важно окружать себя и правильными вещами, проводить вовремя энергетические чистки, содержать его в чистоте, следить за состоянием окон, зеркал и любых стеклянных поверхностей. Если на них появляются потертости, сколы, сразу же нужно их менять, потому что они, к сожалению, кроме как притягивать негатив, другого ничего не будут делать. Нужно наполнять свой дом только теми вещами, глядя на которые вы будете испытывать положительные эмоции. У вас будет подниматься настроение, а всему остальному в вашем доме не место. Особенно это касается вещей, подаренных вам вашими недоброжелателями или, возможно, врагами. В доме не должно быть все заставлено вещами и мебелью, должно быть достаточно свободного пространства. Это нужно для того, чтобы энергии могли свободно передвигаться по дому, в результате чего происходил энергетический обмен. Для того, чтобы светлые энергии притягивались в ваш дом, нужно соблюдать правила, с уважением относиться к сакральным местам, таким как подоконник, входная дверь, стол, наполнить его денежными растениями, статуэтками, оберегами. Это все будет вам помогать и образовывать особую энергетику вашего жилья. Также не забывайте проводить вовремя энергетические чистки, ведь от этого напрямую зависит и энергетическое состояние вашего жилья. А у вас от этого будет зависеть и эмоциональное состояние, отдых, мысли, желания и даже самочувствие. Большое значение нужно уделять спальне, ведь там мы с вами проводим большую часть своего времени, восстанавливаем свои силы, биополя. От нашего сна зависит, какие энергии будут нас окружать, а от них зависит напрямую, чего мы сможем добиться в своей жизни. Ведь когда энергии положительные, мы можем справиться даже с самыми трудными ситуациями и моментами в своей жизни. У нас есть цели, которые мы легко достигаем, а вот если энергии, окружающие нас, отрицательные, они постоянно тянут нас назад, и мы не можем осуществить желаемое и добиться того, чего нам так хочется. Во время сна спящий человек ни в коем случае не должен отображаться в зеркале. Мы с вами об этом неоднократно говорили, потому что это будет перекрывать к человеку поступление энергии. Биополе, вместо того, чтобы в этот период восстанавливаться, будет наоборот разрушаться.
Также нельзя, чтобы над вашим спальным местом располагались какие-либо полочки, независимо от того, что на них находится. Это будет мешать передвижению нужных для вас энергий, а если на них еще и пыль будет накапливаться, то во время сна вы будете собирать этот весь негатив и притягивать его с каждым днем в большем и большем количестве, что в результате принесет вам неприятные жизненные изменения. Для вещей, запомните, есть прикроватная тумбочка либо столик. Пространство под спальным местом также не должно быть заложено. Энергия обязательно должна циркулировать. Многие допускают здесь большую ошибку, когда хранят под своей кроватью обувь. Запомните, это очень вредно на энергетическом уровне. Ведь на обуви, когда вы в ней ходите, собираются и различные энергии. Если вы подобрали на нее негатив, то этот негатив также будет неблагоприятно действовать на вас во время сна. Все углы и труднодоступные места в спальне должны убираться минимум раз в неделю. Раз в месяц полы протираться солевым раствором. Взяв это за правило, вы от многих неприятностей сможете себя уберечь. Также очень важно наполнять свою спальню оберегами, которые во время сна будут притягивать светлые энергии и положительно влиять не только на биополе, но и на вашу жизнь. Вы знаете, что булавка способна защитить вас от любого и даже разрушительного негатива, поэтому эта вещь обязательно должна находиться в вашей спальне на тот случай, если вдруг недоброжелатель зашел в спальню или вы закрутились и вовремя не убрали ее, притянув этим негатив. Для того, чтобы активизировать булавку, должно обязательно быть полнолуние. Ее купите с 12 часов дня до 18 часов вечера. Когда придет нужное время, зажгите свечу белого цвета, откройте булавочку, острием подержите над пламенем, проговорив при этом такие слова: «Булавка, тебя в помощь привлекаю, от различного негатива с твоей помощью защиту выставляю. Мне помогай, счастье, спокойствие и светлые энергии в дом мой привлекай, и во время сна мне их отдавай». Каждый месяц подзаряжайте ее. Насыпайте прослоечку соли, сверху кладите булавку и сверху посыпайте черным перцем. При этом обязательно проговаривайте такие слова: «Весь негатив, что булавка вобрала, соль отдала. Места для положительных энергий освободила и с помощью перца к булавке приманила». Проговорив трижды эти слова, вынимайте булавку, соль и перец смывайте под проточной водой. Далее зажигайте свечу любого цвета и делайте ней круг вокруг вашей подушки, проговаривая такие слова: «На этой подушке сплю, биополе укреплю, светлой энергией притяну, свою жизнь в лучшую сторону поверну, успехи и богатство обрету». Проговорив эти слова, прикрепите булавку под наволочку к подушке. Так вы должны будете проспать 3 дня, затем можете ее снять и просто держать до следующего раза под вашим спальным местом. Также обращаем ваше внимание, что булавку вам время от времени нужно проверять, потому что если вам ваши недоброжелатели, ваши враги отправляют негативные посылы, то, соответственно, эта булавка, она примет на себя этот негатив. С ней может произойти все, что угодно. Например, она может почернеть, она может поломаться, она может где-то треснуть и так далее, и так далее. Поэтому каждый раз после того, как вы провели ритуал с булавкой и прошло какое-то время, проверяйте ее. То же самое касается булавок, которые, если вы носите при себе для защиты от сглаза и порчи. Особенно это касается тех людей, у которых работают, знаете, в таких коллективах террариумом, да, где каждый друг друга готов сожрать ради каких-то своих бонусов, премий, возможно, или просто какого-то выигрыша в виде телефона. Даже, да, вот так даже бывает в некоторых коллективах. Это ужасно, это печально, но человек не готов выбраться из этого террариума по разным причинам и считает, что это вот его жизнь, вот такая вот тяжелая и по энергетике сильно затратная работа. Но вы должны понимать, что каждому свое, и поэтому такую булавку нужно как можно чаще проверять. Кроме того, такая булавка может просто потеряться, потому что она может поломаться и, соответственно, исчезнуть из вашей жизни. Но в любом случае, вам ни в коем случае нельзя расстраиваться, нужно в этот момент поблагодарить Вселенную и взять новую булавочку.
Далее ключ, друзья. Ключ это тоже очень действенный и древний талисман с сильной энергетикой, поэтому он также обязательно должен находиться в вашей спальне. Вы можете взять старый ключ от замка, которым вы давно не пользовались, или как вариант вы можете купить специальный маленький ключик, талисманчик так называемый. Положите его под матрас или в изголовье вашего спального места и при этом проговорите такие слова. Благополучие на каждом шагу моей жизни меня окружает, жизнь в полную чашу мою превращает. Раз в неделю берите его перед сном, прикладывайте в районе груди и думайте о том, что вы хотите в самое ближайшее время, чтобы у вас появилось в жизни. При этом проговаривайте такие слова. Все беды из дома моего прогоняй, хорошими энергиями его только наполняй. Пусть все, о чем мечтаю, сбудется, я это ожидаю и с большой благодарностью принимаю. Если не знаете, как поступить, кладите его под подушку и тогда проговаривайте такие слова. Ключ мне подскажи, решение найти помоги. Какую дверь отворить, подскажи. И на утро вы будете знать, как вам нужно в данной ситуации правильно поступить. Вообще научитесь использовать свою спальню правильно. Никому не разрешайте, чтобы кто-либо заходил в вашу спальню. То же самое научите своих детей. Очень часто дети еще маленькие думают о том, что спальня, родительская кровать это батут и начинают прыгать. И вы знаете, а потом вы не можете уснуть, у вас бессонница, снятся кошмары. Кроме того, дети, которые приходят, они также несут разную энергетику, потому что вы не знаете, что происходит у того или иного ребенка в семье. И ребенок осознанно или неосознанно подбирает вот эту энергетику и приносит в чужой дом, то бишь ваш дом. Соответственно, возможно, если один раз пришел ребенок, ничего не произойдет, но если это происходит постоянно, и вы не проводите генеральную уборку в своей квартире, вы не проводите энергетические чистки, то вы должны понимать и то, что в один момент, к сожалению, это может привести к тому, что у вас начнутся проблемы в семье, проблемы дома. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это особое внимание и не игнорируйте. Также бывает так, что вы себя некомфортно не чувствуете в своей кровати. Самое простое, обязательно доставайте все матрасы, подушки, одеяла и выносите на солнце. Знаете, вот так нужно прокалить, особенно в летний период, это нужно делать и в зимний, но в зимний именно в мороз, сильный мороз, можно выносить как раз и солнышко, и таким образом оно очень хорошо вот энергетически вам будет также помогать. Не забывайте об этих, друзья, простых правилах. Это, знаете, это не придумано сегодня, это советы, которые давали нам наши прадеды, прабабушки, они это использовали, они это делали, и у них не было ни интернета, никаких энциклопедий, они знали. Конечно, когда задавался вопрос, а почему вы так это делаете, конечно же, им сложно было объяснить первопричину для чего, но они это понимали на подсознательном уровне, что нужно делать. Конечно, когда-то у наших предков не было матрасов, как у нас сейчас, у них было все из соломы, в том числе и подушки, и простыни, одеяла и так далее, и недаром вот есть народные приметы, если вы слушаете нас, и о том, что наши предки делали в каждый день того или иного месяца или дня. То есть это все было неспроста. Поэтому придерживайтесь этих правил, и они помогут вам окружить себя только нужными энергиями, укрепить энергетику жилья и благодаря этому добиваться всех поставленных целей. Также заполняйте в свое домашнее пространство только правильными вещами, талисманами, оберегами, которые будут вам во всем помогать и притягивать только светлые энергии. Пожалуйста, научитесь в свой дом не приглашать всех, кого не попаду, потому что вы сами в комментариях в нашем закрытом чате говорите: ой, у меня подруга пришла, а потом у меня начинаются в семье проблемы. Вы должны научить себя, своих друзей, знакомых, даже близких, родных людей, которые вот вы прямо на интуитивном уровне чувствуете, что когда после того, как они пришли в ваш дом, начинаются проблемы, приглашать их в ресторан, в кафешку и там обсуждать те или иные моменты. И тогда вы не будете переживать, потому что люди, которые приходят к вам в дом, может, есть глазливые. Есть люди, которые отправляют вам какие-то не очень хорошие посылы. Вы же не можете прочитать их мысли. И потом это со временем приводит вот не очень хорошим последствиям. Поэтому, чтобы такого не было, пожалуйста, берегайте свой дом, храните тепло, уют, гармонию. Это очень-очень важно.
Не обращайте внимания, кто что говорит, делает и так далее. Помните о том, что ваш дом – это ваша крепость, и только вам решать, что вам делать, как делать и так далее. Помните, пожалуйста, об этих простых правилах, приметах, которые передались нам от наших предков. И тогда в вашей жизни всегда будет и изобилие, и достаток, и благополучие. Помните о том, что чем меньше людей знает о том, что происходит в вашем доме, в вашей жизни, то и люди, не зная о тех или иных информационных потоках, не будут вам их перебивать или убирать из вашей жизни. Помните, пожалуйста, об этом и используйте эти практики во благо себе. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Девочки и мальчики, обязательно подписывайтесь на наш канал. В комментариях напишите слово «истина», чтобы идти по пути истины и честности во всех своих поступках. И поверьте, это обязательно будет происходить в вашей жизни. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.